Ну, привет. Пока лето, будем наслаждаться красивыми, несложными задачами. Вот мальчик не поступил в свое время в колледж, но вот пришлось идти на шиномонтаж. Ну, в общем, это не точно. Дан квадрат, и окружность касается двух его сторон, пересекает верхнюю, отсекая отрезок длины 2. И от левой стороны отсекает отрезок длины 6. И нужно найти площадь этого квадрата. Ну что ж, давайте попробуем. Кто быстрее решит эту задачу? Итак, внимание. Ну вот смотрит мальчик Марк и говорит: так, а что ж можно найти, зная шестерку? Непонятно. А зная двойку? Непонятно. Как же искать площадь квадрата? Ну вот можно сказать, что сторона равна двум радиусам. Правильно? Вот если провести вот здесь, между точками касания, вот такую штучку, не трудно доказать, что она будет диаметром, правильно? Мы не будем этого делать. Вот мы скажем, это О, это R, все, сделано. А потом что сделаем, а? А потом, конечно, проведем перпендикуляр. И перпендикуляр из центра к хорде делит ее пополам. Все это знают. Ну вот так, пополам. Прямой уголок. Перпендикуляр. А что потом? Ну, конечно, радиус. Конечно, радиус. Что тут делать? Радиус, это радиус. Да, напишем, что это радиус. И что рассмотрим? Да, вот прямоугольный треугольничек. Внимание, а чему равен длинный катет? А? Длинный катет. Ну, поскольку вот это будет тоже у меня 2r, да? А это у меня вот 6, то вот этот отрезочек будет 2r минус 6, правильно? 2r минус 6. Так и мой катет будет 2r минус 6. Так я так и подпишу его. Этот катет будет 2r минус 6. Но сделано практически. А чему равен верхний катет прямоугольного треугольника, а? Ну, вот это все будет у меня r. Согласны? R. Ну, вот это 2. Верно? От верхний катет сколько будет? R минус 2. Этот катет будет R минус 2. Ну что ж, попробуем составить теоремку Пифагора. Ну, давайте. Получается, сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. 2r минус 6 в квадрате плюс r минус 2 в квадрате равно r в квадрате. Возводим. 4 в квадрате минус 12, 24r, да, плюс 36 плюс r в квадрате минус 4r плюс 4 равно r в квадрате, а 1r в квадрате уничтожается. Так? Так, получается 4r в квадрате минус 28r. Я сразу разделю на 4. Я получу r в квадрате минус 7r. Так? Так, 36 плюс 4, 40. И делю на 4, 10. Плюс 10 равно нулю. Ну и какие корни? По теореме Виета, любимой, у нас получается 2 и 5. Здорово. Ну, по смыслу задачи наверняка не 2, хотя какой-то смысл двойки можно придать. Пусть это будет домашнее задание. А наш ответ пятерка. Что такое пятерка? R равно пятерка, а сторона квадрата равна 10. А площадь квадрата 10 в квадрате 100. 10 в квадрате 100, и все. А вот мы поступили в колледж. И все, и нам хорошо. Спасибо, что досмотрели, что поставили лайк, что с нами. Не теряйте нас, не забывайте. Все лето будем решать такие красивые задачи. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.